Стенд компании Intel на выставке CeBIT 2013 – это один из тех редких случаев, когда одним выстрелом можно убить сразу много-много зайцев. Здесь представлены сразу все существующие модели смартфонов, работающие на базе процессоров Intel Atom. Самый, конечно, большой и интересный гаджет, с которым мы уже, конечно, познакомились на выставке МВЦ, это Lenovo K900. Вот такая вот огромная лопата с гигантским дисплеем диагональю 5,5 дюймов, разрешением Full HD. Он полностью металлический, очень тонкий. У него 2 гигабайта оперативки. В общем, реально топовый девайс. Как только мы приедем в Москву, сразу беру его на тест и во всех подробностях рассказываю вам о нем. Прекрасный аппарат. Далее здесь у нас есть вот такой просто референс-дизайн, то, что может быть построено на базе процессора Z2580, на том же процессоре, на котором построен Lenovo. Он не работает, это просто, в общем, некий мокап, он не включается. Вот таким может быть устройство на базе новых процессоров Intel. Дальше идут процессоры попроще. Вот этот смартфон Yola, он предназначен для продажи в Африке, в Кении. Такой вот небольшой гаджет с диагональю дисплея 3,5 дюйма, с процессором Atom Z2420, работающим на частоте 1,2 ГГц. У него всего 4 гигабайта основной памяти, не очень емкая батарея на 1500 мАч. В общем, ну, такой вполне себе бюджетный для Кении аппарат. Далее, самый, на мой взгляд, классный и красивый гаджет, который я видел вообще за последнее время. Очень люблю смартфоны компании Motorola. Ну, просто посмотреть, это же, ну, не произведение искусства, конечно, но очень и очень красивый аппарат, построенный на базе процессора Intel Atom 2480, работающий на частоте 2 ГГц. У него дисплей диагональю 4,3 дюйма, гигабайт оперативки, 8 гигов основной памяти. По-моему, просто красавец. Работает на Android 4.0.4. Пока не 4.1, но когда-нибудь он, очевидно, обновится. В любом случае, это, конечно, не про Россию, потому что компании Motorola в России нет и продажи только серые. Далее, ZTE Grand X In. Сделан он тоже на базе, естественно, процессора Intel Atom, но уже 2460. Частота процессора 1,6 ГГц, гигабайт оперативки, 16 гигов основной памяти, 4,3 дюйма диагональ дисплей, разрешение 1024 на 600. Работает это под управлением Android, конечно же. Вот такой вот классический цветочек ZTE. И вот такой вот аппарат. Сзади, кстати, очень прикольная рифленая крышка. Он доступен в 10 странах и с 1 октября аж 2012 года, то есть предыдущего уже получается почти полгода продается в Австрии. Но и это еще не все. Этот стенд не заканчивается. Идем дальше. Вот у нас есть Lavox Solo, с которым мы уже были знакомы, кажется, с выставки IFA, если мне память не изменяет. Такой вот гаджет под управлением Android 2.3, к сожалению. Хотя очень странно, потому что есть у меня ощущение, что это не вполне верно. Да, 4.0.4, конечно же, хотя на листе с информацией написано, что это 2.3. Итак, диагональ дисплея 4 дюйма, разрешение 1024 на 600, естественно, это Atom 2460, 1,6 ГГц частота, гигабайт оперативки, 16 гигов основной памяти. Вот такой вот брусочек. Я бы сказал, что сделан он без изысков, но а что делать? А вот в каком-то смысле самый интересный для нас аппарат, который уже продается в сетях компании Мегафон. Мегафон Mint тоже работает на Android, конечно же, и построен на базе
процессора Intel Atom 2460 с той же частотой, что и у нескольких предыдущих, то есть 1,6 ГГц. Кроме того, здесь есть вот такая немножечко видоизмененная панель с приложениями. Вот здесь классические цвета мегафона. В общем, все вот так. При этом надо сказать, что все аппараты, которые я вот пока держал, они на Atom работают достаточно шустро. Хотя вот здесь достаточно много игр уже установлено, много реально приложений. Ну, в общем, как-то вселяет надежду. Есть хоть что-то другое. Есть аппарат для оператора Orange, который продается во Франции и Великобритании. Тоже немного видоизмененной оболочкой Android 4.04. Дисплей у него 4 дюйма. Но на самом деле, смотрите, давайте сравним. Все очень просто. Это два, по сути, одинаковых телефона, только называются по-разному. Так что рассказывать про Orange я не буду, потому что немножко рассказал уже про мегафон. Вот старый наш знакомый Lenovo K800. Предыдущая модель тоже очень внушительная. Очень классно смотрится у него задняя крышка. Я скорее даже сожалею, что Lenovo ушла от этого дизайна, потому что он был, ну, хоть чуточку необычным. Да, он построен на предыдущем процессоре Intel Atom, то есть не 2580, а 2460. У него 1 гигабайт оперативки, 16 гигабайт встроенной памяти, дисплей диагональю 4,5 дюйма, разрешением HD, то есть 1280 на 720 точек. Могучая батарея достаточно на 1900 мАч. И что я хочу сказать? Неплохо, что на рынке существует много компаний, производящих железо. В какой-то момент конкуренция сложилась, реальная конкуренция сложилась только между NVIDIA и компанией Qualcomm. Теперь, имея некий вес, даже не некий, а огромный вес на рынке компьютерных систем, компания Intel старается выйти и на мобильный рынок. Это очень неплохо, потому что это будет способствовать конкуренции и в конечном счете поможет пользователям, потому что цены, очевидно, будут снижаться, частоты расти. А вот этот аппарат, на который мне кивает Ким, мы уже рассмотрели вот там, это Yola. Но mobile.ru все смартфоны на базе процессоров Intel Atom на выставке CeBIT 2013. Ребята вот тоже заинтересовались.